Ну вот, как я вам обещал, мы в Чихачево и провели большой разговор с отцом Ионики. Я сразу, конечно, все это не выложу. Может быть, сначала отрывочками какие-то темы вы увидите. Но я просто спешу тех, кто спрашивает, как у него состояние, как у него дела, обрадовать. Ну, в общем, состояние у него хорошее, удовлетворительное. И именно то, что вы так его поддерживаете, молитесь, и столько народу сразу обратило внимание на Чихачева, конечно, это укрепляет. Поэтому вам от него такое же благословление, что молитесь и любите друг друга. Это вот точно то, чем мы закончили беседу. И эта заповедь ключевая была всегда в его служении. Что скажешь в укрепление чадом своим? Держаться за Бога так, как младенец держится за юбку матери, чтобы не упасть. Что добро, что красно же жить и братья вкупе. Когда мы общаемся, мы Богу угодно. Когда разобщаемся, мы Богу не угодно. Заповедь новую даем. После воскресения Господь говорит: да любите друг друга. Все узнают, что вы мученики, если вы сохраните мир. Если в Ветхом Завете месть была, так тут даже за враги ваши молитесь. И вот когда вот говорю вот эти вот слова, вот, так вспоминаю этот старинный потерик, как отлучился своей охраной-то, улаживать где-то свои дела-то. А тут дома оставил охрану небольшую тут приглядывать за хозяйством. Приезжает, а его дом грабят. Господи, взмолился, что же делать? Ведь и эти вооружены, и те не пустые. Это же кровопролитие. Господи, как выйти с этого положения-то? Они повязывали вещи, повязывали мешки тут. И до своих ослов грузят. И благо, что он взмолился. Да обратился к Богу, а не взялся за оружие. А какого терпеть был? Это тут инфаркт хватнет сразу. Закатывает рукава и говорит: я переезжал тоже, как и вы вот переезжаете. Это очень тяжело, вам очень соболезную или как сочувствую. И стал свои вещи грузить на их ослов. Те поглядели, ну чего, помогай. Мало-помалу их заручил, кто они, виды их, все разузнал. А потом и выяснил все, и кто они, и откуда они, и прочее, и все вернул. Вот какой потерик поучительный. Вот, за зло плати добром, есть неземная сила в нем. Ведь всемогущий, ведь Великого Совета ангел –
разума которого не с числа. Но мы же читаем, сколько звезд на небе, и каждую имена им нарицает. Тут в скольких местах это вот высказывает, так прямо диву даешься. И Моисею говорит, я вот сколько с тобой говорю, а тебя не видел. Каков ты, покажись. Говорит, Господь, человек жив не останется, если меня увидит. Буду проходить, только увидишь меня проходящего. И увидел Моисей Господа проходящего, так он воссиял, так что сыны Израиля не могли глядеть на него. Пришлось ему чалму на себя одевать. Светом, значит, ослепляло их от Моисея. Это просто непостижимость. И любите друг друга. Это вот точно то, чем мы закончили беседу. И эта заповедь ключевая была всегда в его служении. И пусть она у всех, кто за батюшку стоит, за тех, кто укрепляется духом этого места, будет главной. Любите друг друга. Сейчас я вам покажу немножечко природу и что тут происходит. А вы молитесь. Аминь. Печален быть царь, клятвы же ради, и за возлежащих с ним повеледать ей, и послал усердную Анну в темнице, и принесоша главу его на блюде, и даже девицы, и отнеси матери своей, и приступивши ученицы его, взяша тело его и погребошие, и пришедши возвестиши Иисусови, и слышав Иисус, отойдет оттуда в корабли, пусто место иди, и слышавши народе по нем и тоже пеше от городов, и сшед Иисус, видя много народ, и милосердного о них, и исцели недужны их, после же выпустили тише ему, и глагольше, пусто их место, и часто же ему, попустили воды, Ядущих же для мужей, яко 5000, разных жен и детей. Яко понуди Иисус ученики своя влезть в парад, и говорит его Опять упал. не распустит народы, и отпустив народы, выйди на гору,
реже речей мы Иисус глаголя, дерзайте, ответь, не бойтесь, несчастно следуйте, Господи, осчастливите, повели не прийти к тебе полагать. Господи, и прославит имя Твое, яко велися Ты, и творя чудеса, Ты есть Бог един. Наставь, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боясь Ты имя Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велена мне, и избавься,